Ну что, вот, заканчивается мое путешествие. Сегодня последний полный день. Я уже вот начала немножко прикидывать, что соберу в чемодан. У меня сильные ограничения по весу, потому что гребаные чартеры, не летайте ими никогда. Можно только 10 килограмм и не больше. За окном, сейчас покажу, по-прежнему немножко дождливо. Ну, то идет, то нет, дождь. Ну, пойду сейчас попью кофе. Может быть, что-нибудь позавтракаю. Хотя последние дни у меня пропал здесь аппетит. О, ну это другая история. Вот. Номер я уже показывала. В целом норм, но есть свои нюансы. О них я, наверное, потом расскажу. Отель называется вот так. Не рекомендую его. Можно тут найти лучше за такие же деньги. Но в моем случае выбор был просто побыстрее. Я брала тур примерно за, по-моему, 3, что ли, недели до отъезда. И, короче, выбирала из того, что есть, и чтобы это было более-менее бюджетно. В следующий раз, если поеду во Вьетнам, я, конечно же, заморочусь сама с билетами и буду бронировать уже отели на месте. Тем более здесь они реально стоят копейки. Все. Я собралась. Погнали в финальный денек. Сегодня будет шопинг. Возможно, что-то еще. На всякий случай взяла с собой купальник. Может быть, все-таки доеду до резорта, но это не точно. Потому что дождь все-таки меня немножко пугает. Если бы он был более-менее слабенький, тогда да. Тогда, возможно, мы бы там оказались. Но по сильному дождю не очень как-то прикольно сидеть в горячих источниках и так далее. Ну, по крайней мере, мне это кажется не сильно комфортным. Короче, какая-то беда. Кофейня закрыта, аптека закрыта. Ну, возле моей гостиницы. Где же пить кофеек? Либо возвращаться в отель, либо искать что-то новое. Посмотрим. Всем привет, меня зовут Саша, и это канал Мечтательница у моря. В этом видео я рассказываю о своем путешествии во Вьетнам. Оставайтесь, досмотрите, слушайте, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо всем. Приятного просмотра. Как вроде нет дождя. Надо все отнести в отель и продолжить шопинг. Сегодня такой день. Миллион отелей, конечно, самых разных. Кстати, интересный факт про Вьетнам и Нчанг. Здесь есть такси Максим. Серьезно. И это не только машины, это еще и байки. Короче, идет дождь, и половина местных мест сегодня закрыта, потому что день учителя. Часть работает, часть нет. Я пытаюсь найти место, где поем супчик. Вот, видите, оно закрыто, и тут вообще много таких мест, и целые улицы, и там, короче, где кушать, непонятно. Будем искать. Вот, смотрите. Закрытое место, закрытое место, закрытое место. Короче, вообще нет практически ничего открытого. Зато всякие массажные салоны работают как ни в чем не бывало. У них праздников нет. Короче, еле нашла место.
Нашла в итоге японское заведенице и взяла вот такой огромный рамен. Он, конечно, был достаточно дорогим на наши деньги, по-моему, порядка 700 или 800 рублей, что-то в этом роде, но тут есть реально все. Короче, это очень вкусно. Тут были еще креветочки, овощи, классная лапша, все. Всякие вкусные штуки, добавки. В общем, это вкусно. Ну и как вы понимаете, я не смогла его доесть. Вот реально не смогла. Простите. Дождичка нет. Сейчас смотрела видео от одной блогерши, которая здесь в Ничанге живет, и она так преподнесла, будто здесь просто трагедия нереальная, все затопило и так далее. Отмечу, что я вчера ездила на север, я ездила на Чамские башни, сама на автобусе, ничего там, ничего не топило. Да, был дождь, но как бы для сезона дождей это нормально. Вообще, конечно, было бы странно не ждать дождя в сезон дождей. Ну, не знаю, я когда была в Таиланде, это был уже конец сезона дождей, весна, и тоже был приблизительно такой дождь, что какая классная каска. Вот. Правда, он был, не такой затяжной, не на несколько дней, то есть он такой пару дней, по-моему, шел в разные дни и достаточно быстро прекращался. А ты куда? Ну, у нас в Новороссийске тоже бывают дожди по несколько дней подряд. И такие же вот петушары, гоняющие на высокой громкости. Ох. Надо еще сходить к морю после вкусного рамена. Он, конечно, очень огромный, я не смогла его доесть. Но как бы, что делать? Не заставлять же себя. Дорожка провалилась прям как будто бы где-нибудь в Ростове, да? Так, не сюда. Нет, не дальше. Дальше сюда. А нужен мне вьетнамский крафт, который я видела только в одном баре здесь. И теперь его ищу. А вот я вижу указатель на правильное место, если только бар сегодня работает, потому что сегодня день учителя, из-за этого половина мест не работают. Проверим.
Здесь какие прикольные футболки. Мой любимый Тоторо. О, бар работает, это классно. Не буду там сидеть, просто зайду, возьму нужный мне крафт. И пойду дальше. Видите, какие-то заведения закрыты сегодня. И вот этот ККБ, который я ходила кушать разную дикую кухню, сегодня не работает. Джелли Брюпап работает. В итоге крафт я добыла, и он благополучно доехал до России. Увидела наводнение, надо вам заснять это дело. Смотрите, огромная лужа. Ничего такого. Понятно, что плохо, когда топят дороги. Ну, это, наверное, беда была тех, кто отправился в Дананг и не посмотрел прогноз погоды, который здесь, ну, лучше смотреть не по Яндексу, естественно, а по каким-то другим сервисам, которые больше завязаны на эту страну. Ну, например, я по Винди смотрела. Винди дает 5 разных моделей прогнозов. И в отличие от Яндекса, который выбирает только один. И не всегда этот прогноз верный, согласитесь. Мало ли, что там Алиса наобещает. Тем более здесь рядом горы. А море и горы — это такое сочетание, ну вот, так же, как у нас в Новороссийске. Погода может меняться очень быстро и непредсказуемо. Но, между прочим, я поела рамен и стала немного бодрее. У меня просто здесь был какой-то упадок сил. Но это, скорее всего, из-за скачка давления, из-за того, что резко давление упало, в принципе, и поэтому такое было состояние. Но ничего. Моя 21-я страна меня не разочаровала. Уже есть планы на 22-ю и даже на 23-ю. И это классно. Вообще путешествовать классно, ребят. В принципе. Так, перейдем дорогу. Вот, стоит идти. Вижу. Оп. Тут, короче, такой же способ перехождения дороги, как в Стамбуле, на некоторых улицах. Никто не ориентирует. Ну, светофоров вообще практически нет. Они есть, но их очень мало. Ну, все ориентируются только на движение. Ну, море, кстати, не сказать, что штормит прям сильно. Достаточно спокойно. Но высота волны, я не знаю, даже метра, наверное, нету. Надо по Винде посмотреть.
Чудесная красота. Что-то мусора нанесло. Ну, это нормальная история для штормов. Для тех, кто живет на море, они прекрасно знают, что после шторма всегда много мусора. У нас в Новороссийске в бухте его меньше, потому что в бухту не так сильно мусор выносит. А вот на побережье, там вот часто именно так и случается. Самое забавное, что в некоторых чатах, в одном там чате, в котором я была, типа по Ничангу, ну, он такой дурацкий, честно говоря, рекламный. Я зашла, думала, что там что-то дельное будет, а там в итоге, короче, ничего дельного. Но, тем не менее, вчера один тип там написал, что, типа, ребята, на Ничанг движется цунами, потому что в Индонезии там какой-то вулкан проснулся, все дела. Короче, какой-то бред. Ну и любая проверка таких фактов, в том числе и прогноза погоды и так далее, она говорит, что не стоит верить ни блогерам, ни часто иногда СМИ. Я как человек, который со СМИ работает, могу сказать, что часто очень многие преувеличивают. И приходится перепроверять информацию. Много-много раз. Самый лучший способ – видеть все своими глазами. Если нет, видеть глазами других людей. Можно, конечно, выложить видео, ну, я вот тоже сняла, как топила нашу улицу вторую, как-то утром. Это был один-единственный момент, вот честно, когда затопило, а потом уже там не скапливалась вода. И можно, конечно, выложить и с громким заголовком написать: нас топит, Ничанг топит. Но, ребят, нет. Топит в каких-то местах. Редких и исключительных. Но это не значит, что весь город топит и весь курорт топит. Так. Все, кажется, сказал. Ну вот, кстати, интересно, откуда здесь мусор принесло. Потому что у нас, например, несет, получается, с западной части Черного моря. А здесь, ну не знаю, Индонезия или какие-то, может быть, соседние страны, Китай. Откуда выносят? Или острова, с островов. Интересно. Уезжать не хочется, конечно. Несмотря на погоду. Сегодня мне писала знакомая девушка. Спрашивала: ну что, как тебе в такую погоду отдыхается? Я говорю: да как, мне классно отдыхается в любую погоду, если я во Вьетнаме, ну вообще в другой какой-то стране. Тем более для меня это новая страна, и она мне очень понравилась. Что хотела показать? Показать хотела вот этот бассейн, на который я так и не попала. Но, значит, будет что сделать следующий свой приезд. Когда это будет, не знаю. Ну, еще много куда не съездила, потому что не было у меня такой цели. Не было такой цели. Не хотелось галопом по Европам, не хотелось ездить на экскурсии. Ой, ну тем более туроператора точно не хотелось. Не в обиду туроператору, он хороший. Но не очень люблю такое. Единственное, что прям не получилось из того, что я сильно планировала, это поездка в Сайгон, но ничего страшного. Оно возможно и к лучшему, с учетом ситуации. У меня там просто был сбой, и я не могла купить билеты. И, короче, вот прям просто реально как мистика какая-то, не получалось. Наверное, так нужно было. Гуляем. Отели. Вот это, кстати, отель маленький. Видно у меня из номера. Где он?
Вот. Он такой прям, ну, типа в одну комнату здание. Реально в одну комнату. Долина, Ибис. Панорама прекрасная. Короче, есть из чего выбрать. В следующий раз выберем. Ну и в продолжении темы про погоду, когда я отвечала, что мне хорошо в любую погоду здесь, потому что я здесь. Вот. Мне в ответ, ну, аргументировали это тем, что, ну, типа, у нас в Москве не очень солнечно, поэтому нам бы хотелось солнышко, вот это все дела. Ну, да, ну, разная погода бывает везде. В Новороссийске тоже не всегда солнечно, но чаще солнечно, к счастью. Ну, иногда вот так вот наступает нордостик, например, и все. Ты недельку сидишь дома, особо никуда не выходишь, или там едешь до друзей, или до бара, и все. Ну, вот этот красивый новотельчик. Очень стильно выглядит. Ну и Ибис тоже норм, если жить где-то на верхнем этаже и в эту сторону. Си-вью, можно сказать. Так. Нужно дойти до перехода, перейти дорогу и уже двигаться в сторону своего отеля. Ну и в Ибис можно зайти. Блин, тогда надо по другую сторону. С другой стороны идти. Смотрите, какие парки красивые здесь. Классно сделано. Завтра еще поснимаю, как будем летать и ехать. А то там навели шороху, что типа в Камарань не проехать. Пока вроде бы по табло авиакомпании, которая осуществляет мой перелет, все должно быть по расписанию. Времени там будет предостаточно. Трансфер у меня, можно сказать, за 10 часов до вылета, представляете? Хотя тут ехать не так далеко. Но, с другой стороны, надо же и всех тут по отелям собрать. Это групповой трансфер, поэтому нормально. Можно будет в автобусе еще поспать часа полтора. Ну, а потом, я надеюсь, улетим в свою страну, домой. Ну и перемещаемся в утро следующего дня. И я уже в автобусе, и мы едем в сторону аэропорта. Было прям раннее-раннее утро, меня забирали что-то около 5 утра. Хотя, ну, по пути следования мы заехали потом еще, по-моему, ну, в 4 или в 5 отелей. Я напомню, что Вьетнам был для меня новой страной, и именно поэтому я взяла тур, ну, чтобы у меня не было проблем там добраться в аэропорт из аэропорта. Все-таки в новой стране ты не знаешь, что и как. Ну, конечно, в следующий раз я уже буду делать все сама, потому что, ну, это достаточно просто. Можно было, конечно, и сразу, но получилось так, как получилось. Такой опыт, тоже опыт. И моей задачей было именно посмотреть на новую страну, изучить ее, понять, что здесь и как понять, как ехать в следующий раз. А это, смотрите, камни упали на дорогу по пути в аэропорт Камрань. И нам пришлось замедлиться, чтобы объехать вот такое вот безобразие. Но там ничего критического вроде. И это был единственный, по-моему, обвал на пути к аэропорту. В аэропорт мы приехали сильно заранее, и это нормально, потому что неизвестно, какие очереди были бы на прохождение всех досмотров и паспортном контроле. Потому что, когда я только прилетела во Вьетнам, в очереди, перед тем, как у меня проверили паспорт,
и поставили туда заветную печать о въезде в страну, я простояла, по-моему, 1,5 часа. Но, к счастью, все процедуры удалось пройти быстренько. И еще достаточно много времени я провела в зале ожидания. А это, кстати, смотрите, все люди в один наш самолет. Вот это огромная толпа. Ну и рейс вылетел по расписанию, хотя местные гиды нас пугали, что часто задерживают рейсы из России в Россию. И типа некоторые люди там ждут чуть ли не сутки, чтобы улететь. Но нам повезло, мы улетели вовремя. Полет прошел нормально. Нас даже покормили, ну что нормально для таких длинных перелетов. Еда была достаточно вкусной. С местом мне, как обычно, не повезло. Как обычно, конечно, грустно. Но что поделать, я сидела прям тоже опять в самой середине, как и туда летела. Также очень неудобные места, с одной стороны, но с другой стороны ближе к проходу, так что было еще норм. Ну и плюсиком стало то, что рядом со мной сидели веселенькие девочки, а не какие-нибудь кричащие, орущие дети. Я приехала домой, и
Тут У такой меня одна красивый женщина есть, рассвет. она на спортивную. Я вас не надо, слышь, директор. Что такси? Как всегда, здесь таксисты чайки, которые на тебя набрасываются. Ну, вы понимаете. Спасибо, что были со мной в этом путешествии. Спасибо за лайки, комментарии и донаты. Всех обнимаю и до новых встреч.